Итак, приветствую сокомандников, кружковцев. Сегодня доклад у меня посвящен когнитивным искажениям. Моя цель сегодня показать, насколько глубоко когнитивные искажения проникают в нашу повседневную жизнь. Показать, насколько сильно, может быть, они влияют на нее и насколько мы не приспособлены замечать сами эти искажения и их влияние. Вот для того, чтобы мы переоценили как-то наше мышление в повседневности и переоценили влияние ошибок или аберраций, как говорят, на процесс мышления, я попробую сегодня все это показать и рассказать. Начнем с того, что такое когнитивное искажение. Ну, в первую очередь рассмотрим несколько основных характеристик их или основных определений, да, что в первую очередь когнитивные искажения – это систематические ошибки. Не стоит путать их с логическими ошибками. Логические ошибки – это какие-то единичные ошибки, связанные с неправильным мышлением в части решения какой-то конкретной логической операции, там, построение какого-то логического предложения или решение какой-то задачи. А это прямо систематические ошибки, которые очень часто или постоянно сопровождают процесс нашего мышления в силу определенных причин. Во-первых, они представляют собой ошибки мышления, которые возникают в результате ограничений человеческого разума, таких естественных ограничений. Во-вторых, это такие шаблонные отклонения, которые возникают в результате использования шаблонных реакций и шаблонного мышления, которое не всегда соответствует реальности, не всегда вступает с ней в гармонию. И одна из ключевых причин появления или, скажем так, частоты повторения когнитивных искажений – это эволюционно сложившееся поведение. То есть сами эти искажения являются результатом эволюционного процесса, который оптимизировал в свое время наше мышление для выживания в дикой природе. Мы в дикой природе выживали как минимум сотни тысяч лет. Если мы говорим о современных людях, то это все-таки десятки тысяч лет. Начиная с Homo sapiens, это десятки тысяч лет. А культурная среда, которую мы создали по меркам эволюции, она буквально вчера была создана. То есть это первые цивилизации появились менее чем 10 тысяч лет назад. И поэтому среда меняется очень быстро, мы ее меняем, преобразуем очень быстро, а наши организмы под влиянием процессов эволюции сформировались давно и выработали достаточно устойчивые механизмы поведения, механизмы мышления, которые прекрасно работали в той среде, в которой мы эволюционировали долгое время. Ну, примеры конкретно я еще приведу. И как раз здесь я бы еще, наверное, напомнил о том, что идолы Фрэнсиса Бэкона, учение Фрэнсиса Бэкона об идолах, это как раз такая, на мой взгляд, очень достаточно подробная предтеча появления когнитивных искажений, появления вообще такой науки, как когнитивистика. Ну, напомню, что Фрэнсис Бэкон выделял идолы рода, ошибки, присущие самой природе человеческого разума, выделял идолы пещеры, это индивидуальные ошибки восприятия, связанные с особенностями личного опыта, воспитания, характера человека и так далее. Конечно, идолы пещеры – это отсылка к пещере Платона. Идолы площади – это заблуждение, возникающее в результате общения между людьми, в результате коммуникаций и так далее. И последние – это идолы театра, ошибки, связанные с принятием на веру каких-то теоретических систем, философских систем, догм и так далее. То есть вот эти идолы, учение об идолах Фрэнсиса Бэкона – это прекрасное прозрение, которое приведет уже в науку, приведет к формулированию теории когнитивных искажений. Двигаемся дальше. Какие бывают 4 основных вида когнитивных искажений? Ну, во-первых, это искажение, когда много информации.
они связаны с переизбытком информации, когда нам приходится обрабатывать очень много данных, и, в принципе, это такая вполне повседневная, привычная для нас ситуация, когда очень много источников информации, визуальной, аудиальной, текстовой, и нам приходится эту информацию обрабатывать. Естественно, в процессе обработки огромного объема информации возникают ошибки, искажения и неверная оценка ситуации. Второй тип когнитивных искажений – это искажения, которые появляются в результате нехватки смысла или, опять же, нехватки информации, когда есть пробелы в информации или информация нечеткая, и мы вынуждены как-то быстро заполнять эти пробелы и выстраивать какие-то представления о чем-то, либо пытаться сделать наши представления, нечеткие представления, более четкими, более понятными для того, чтобы действовать, принимать решения и действовать. Следующая категория когнитивных искажений возникает из-за того, что нам нужно быстро реагировать, и вот здесь как раз в ситуациях, требующих быстрого реагирования, мы принимаем решения на основании интуиции и на основании как раз тех самых эволюционных механизмов, которые в нас заложены природой в процессе эволюции. То есть, грубо говоря, такой самый простой пример, что если мы слышим какой-то резкий звук, что-то где-то зашевелилось, какой-то подозрительный звук, не знаю, где-то в парке, в кустах, да, мы настораживаемся и по большому счету мы должны принять решение о том, защищаться от нападения животного или бежать. Да? Но гуляя в парке, мы ни в коем случае не ожидаем нападения животного, но инстинктивно, интуитивно мы реагируем вот примерно тем же образом, каким привыкли реагировать наши далекие предки. То есть, скорее всего, они будут убегать, потому что если я не вооружен и не в группе соплеменников, то опасность появления хищника, она является смертельной для меня. И вероятность того, что появится какой-то хищник и на меня нападет, она может привести к летальному исходу. Поэтому, скорее всего, правильно бежать. Сейчас мы так не реагируем, сейчас мы, скорее всего, не ожидаем появления какого-то опасного хищника где-нибудь в парке, в кустах. И четвертый тип когнитивных искажений возникает в связи с работой нашей памяти. Наши воспоминания и процессы запоминания подвержены ошибкам, и процессы воспоминания, то есть извлечения информации из нашей памяти, тоже подвержены ошибкам. Такая большая карта когнитивных искажений, она здесь просто для того, чтобы понять, насколько их много. Вот у нас здесь 4 типа. Мы видим в верхнем левом углу это как раз когнитивные искажения, связанные с работой памяти. В правом верхнем углу когнитивные искажения, связанные с тем, когда много информации приходится обрабатывать, ну и так далее. И мы видим, что есть типы, подтипы, и получается, что их вообще очень много. И можно представить, что такое огромное количество этих искажений, наверное, поскольку их очень много, наверное, она оказывает довольно серьезное воздействие на нашу повседневную жизнь, скорее всего. Мы, конечно, не сможем обозревать их все, и мы кратко остановимся на тех когнитивных искажениях, которые влияют на формирование нашей, во-первых, картины мира, и которые влияют на наше познание и построение каких-то глобальных картин мира или объяснение каких-то глобальных вещей, связанных, например, с мировой политикой или с устройством экономики, или вообще, когда мы изучаем какую-то науку или философию, вот мы больше внимания обратим именно на такие когнитивные искажения. И буквально несколько слов о том, как определяется наука или междисциплинарная область, которая занимается изучением когнитивных искажений. Вот когнитивистика – это как раз та междисциплинарная область, или когнитивная наука, по-английски cognitive science, она занимается изучением, классификацией вот этих самых когнитивных искажений. Корень слова cognition – познание латинский или cognition – познание по-английски.
Смотрите, обратите внимание, как Википедия определяет когнитивистику. Это междисциплинарное направление, объединяющее теорию познания, когнитивную психологию, нейрофизиологию, когнитивную лингвистику и теорию искусственного интеллекта. А если мы взглянем на иностранные источники англоязычные, на Британику, британскую энциклопедию и Стэнфордскую энциклопедию философии, мы увидим, что практически то же самое, но почему-то российская Википедия стесняется упомянуть о том, что философия тоже входит в тот пул дисциплин, которые занимаются изучением когнитивных искажений. Британика и Стэнфордская энциклопедия, Стэнфордская философская энциклопедия, они не стесняются упомянуть то, что именно философия участвует в изучении когнитивных искажений. Поэтому, но здесь вместо философии в Википедии в нашей теория познания указана. Теория познания вообще-то раздел философии, его еще, вы знаете, иногда называют гносеология. Так что, в принципе, определения наши и англоязычные более-менее идентичны. Двигаемся дальше. Наконец, давайте разбирать сами когнитивные искажения. И начнем мы с того типа когнитивных искажений, когда возникающие по причине того, что нам приходится обрабатывать очень много информации. Пойдем по конкретным примерам. Первое, что я выделил и хотел бы обратить внимание, это, конечно, склонность к подтверждению своей точки зрения. Этот эффект проявляется очень сильно в отношении эмоционально значимых вопросов и глубоко укоренившихся убеждений. Ну, я думаю, вы наблюдаете его сплошь и рядом, вы наблюдаете его среди своих знакомых, родственников и людей, с которыми вступаете в споры, что они имеют склонность придавать наибольшую ценность, наибольшее значение и выделять ту информацию, которая подтверждает их точку зрения. И когда они интерпретируют какие-то события, явления мира, выглядящие неоднозначно, они склонны интерпретировать ее в пользу именно укоренившихся убеждений, укоренившихся точки зрения. Это вроде бы совершенно очевидная такая ситуация, но на самом деле это серьезное очень когнитивное искажение, одно из самых распространенных. И, конечно, очень часто мы за собой не замечаем это когнитивное искажение, и об этом мы тоже еще поговорим. Следующее – это селективное восприятие. Это когнитивное искажение может относиться ко всем когнитивным искажениям, в которых ожидания влияют на восприятие. Человеческое суждение и принятие решений деформируется под воздействием ряда когнитивных, перцептивных и мотивационных искажений. И причем, опять же, люди, как правило, не видят собственных ошибок, но очень легко и даже слишком легко замечают эти ошибки в суждениях других людей. И даже переоценивают влияние селективного восприятия на суждения других людей. То есть, опять же, с точки зрения изучения той же философии, например, когда вы изучили какую-то одну систему, например, Платона, и наверняка вы будете очень легко замечать идеи, схожие с идеями Платона, в других каких-то философских системах или даже не философских системах, и будете находить полуосознанно подтверждение того, что Платон был прав, но при этом, скорее всего, вы будете не замечать, игнорировать те суждения, которые опровергают то, что говорит Платон, которые вступают с ними в противоречия, и вы их будете просто не замечать, просто игнорировать. Вот в этом суть селективного восприятия. Ну и третье, что я выделил здесь, это иллюзия частотности. Это искажение связано с тем, что недавно узнанная информация появляется вновь спустя непродолжительный период времени, воспринимается как необычайно часто повторяющаяся. Конкретный пример. Например, вы посмотрели лекцию «Когнитивные искажения», поставили лайк этой лекции, и YouTube, естественно, решил, что... Ну как, естественно, алгоритмы YouTube решили, что вам нравится эта тема, и в следующий раз, когда вы открываете YouTube, YouTube в своих рекомендациях подкидывает вам еще пару роликов на подобную тему, с похожим названием. И если вы не знаете, что это сработали алгоритмы YouTube, то
у вас сразу же возникает ощущение, что это очень популярная тема, что ее смотрят все, и что эта тема вообще очень часто встречается на просторах YouTube, да, вот иллюзия частотности возникает. Более того, даже если вы знаете, что YouTube анализирует ваши лайки, ваши просмотры и пытается под ваши интересы вам подобрать рекомендации материалов, тем не менее вы начинаете смотреть эти лекции, смотреть их больше, он вам снова лекции на подобные темы или какие-то видеоролики на подобные темы подкидывает. И у вас возникает ощущение, что вообще очень много роликов на эту тему, и очень многие люди заинтересованы в этой проблеме, что эта тема очень популярна, хотя на самом деле его может смотреть там доли процентов. Да, если вы начнете анализировать и сравнивать каналы, которые рассказывают про когнитивные искажения и количество их просмотров, сравнивать их с какими-нибудь там другими каналами, вы увидите, что на самом деле эта тема может быть и популярна, но среди очень узкого круга людей. Ну, вот такой пример. Возможно, иллюзия частотности является результатом совместного действия двух когнитивных искажений. Это селективного восприятия и к склонности к подтверждению своей точки зрения. То есть есть предположение, некоторые исследователи предполагают, что иллюзия частотности это вот такой как раз микс первых двух когнитивных искажений, о которых мы говорили. И вообще очень многие когнитивные искажения, надо сказать, переплетаются друг с другом, усиливают влияние одно другого, накладываются друг на друга и смешиваются. Дальше, возможно, вы это увидите на примерах. Еще примеры когнитивных искажений, связанных с переизбытком информации. Это, конечно, генерализация частных случаев. Что это такое? Это безосновательный перенос характеристик частных или единичных случаев на обширные их совокупности. Самый простой пример такого когнитивного искажения – это теория заговора. Как формируется теория заговора в нашем восприятии? Когда мы видим несколько единичных случаев о том, что кто-то о чем-то договорился, какие-нибудь фармкомпании, вскрывается, что какие-то фармкомпании, например, о чем-то договорились, и, например, о том, чтобы улучшить или даже подделать результаты каких-нибудь клинических исследований, такие случаи действительно бывают. И мы видим раз-два таких случая, потом у нас накладывается предыдущая иллюзия частотности, предыдущее когнитивное искажение, и мы начинаем делать вывод, мы посмотрели несколько роликов, и начинаем делать вывод о том, что, наверное, все фармкомпании только и занимаются тем, что плетут заговоры, подделывают результаты клинических исследований, и в итоге все вообще результаты клинических исследований о действии лекарств, они являются результатом заговора. А потом мы распространяем это предположение, может быть, на, не знаю, на Билла Гейтса, который нас чипирует с помощью вакцин, да, уже совсем до бреда какого-нибудь, или с помощью вышек 5G, не знаю, что там, что-то совершенно бредовое уже придумываем. И вот это как раз генерализация частных случаев. Какие-то несколько частных случаев мы считаем, что это происходит всегда и везде, и что это правило, а не исключение из правил. Следующее искажение, эффект контраста. Это усиление или преуменьшение значения одного предмета, когда он сравнивается с только что обнаруженным контрастным объектом. Например, человек радуется тому, что купил недорогую какую-то вещь в магазине, но перестает радоваться после того, как обнаруживает другой малоизвестный магазин, в котором эта же вещь стоит в 2 раза дешевле. То есть, вроде бы как он испытывает радость от покупки, да, и от обладания этой вещью, но потом перестает резко испытывать эту эмоцию, начинает испытывать другую эмоцию не потому, что эта вещь ему не нужна стала, а просто потому, что он расстроился из-за эффекта контраста, действует эффект контраста, он просто меняет свой эмоциональный фон, потому что он обнаруживает эту вещь в 2 раза дешевле. Хотя преимущества обладания этой вещью, они не нивелируются от того, что где-то она стоит дешевле. И есть такое интересное искажение, как систематическая ошибка согласованности. Это пренебрежение косвенным опытом. Самый простой пример – это когда у вас есть, например, 2 кнопки, вам нужно и какой-то тест, например, понять,
что делает одна кнопка, что делает другая кнопка. Какая из них, например, открывает дверь, а какая из них закрывает дверь. Вы нажимаете первую кнопку, и она открывает дверь. И вы понимаете, что эта кнопка открывает дверь, да, и это прямое подтверждение. А если бы вы нажали другую кнопку, и дверь бы не открылась, то это было бы косвенным подтверждением того, что какая-то кнопка влияет на открывание двери, другая кнопка не влияет на открывание двери. То есть есть опыт, который напрямую подтверждает какую-то гипотезу, а есть опыт, который подтверждает ее косвенно. Мы этот пример, я думаю, разберем подробнее, чтобы было понятнее, на конкретном примере уже после лекции для участников клуба. Следующий класс когнитивных искажений – это искажения, связанные со сложностью понимания, когда нам не хватает информации. И для понимания ситуации нам нужно действовать, нам нужно достроить ситуацию, но информации не хватает, и поэтому мы принимаем какие-то ошибочные решения. Давайте посмотрим примеры. Ну, самое распространенное, самое известное, наверное, это ошибка выжившего в этом классе искажений. Очень интересная история возникновения этой ошибки выжившего. Она связана с Второй мировой войной, когда анализировали британские военные, анализировали самолеты, которые возвращаются после боевых вылетов, боевых заданий, и они пытались понять закономерность между теми повреждениями, которые получил самолет в результате боевого вылета, и на основании этих повреждений сделать вывод о том, какие части самолета нужно больше защищать, где нужно усилить защиту. И сначала они думали, что там, где повреждений больше, то эти части нужно лучше защищать. То есть они видели, что, например, чаще были поражены крылья, стабилизаторы и фюзеляж. А меньше пробоин приходилось на кабину пилота, двигатель и топливную систему. И думали, что, раз пулевых отверстий больше в крыльях, стабилизаторах и в фюзеляжах, значит, надо их защищать. Но математик Абрахам Вальд, изучая расположение этих пробоин, пришел к такому выводу, что на самом деле это ложное суждение, что это ошибка, так называемая ошибка выжившего, что на самом деле как раз нужно защищать именно те места в самолете, которые не получили повреждений. Это кабина пилота, двигатель и топливная система. Потому что если бы они получили эти повреждения, то они бы просто не долетели и не попали бы на эту самую экспертизу, потому что повреждения этих частей являются критическими для самолета в большинстве случаев. То есть эти самолеты просто не долетали, и невозможно было оценить характер этих повреждений. Получается, что так открылось это когнитивное искажение, связанное, называемое ошибкой выжившего, когда информация, которая до нас доходит, ее нужно интерпретировать просто иначе. Другой пример, такой, может быть, устаревший, но при этом хрестоматийной ошибки выжившего, это истории про дельфинов, которые спасали людей. Те люди, которых дельфины подхватывали и несли к берегу, спаслись и смогли нам об этом рассказать. И мы начали считать, что дельфины спасают людей. А те люди, которых дельфины уносили в какую-то другую сторону от берега, вообще в противоположную или куда-то наискосок, да, и эти люди просто в итоге не доплывали и погибали, они просто не смогли нам рассказать о том, что дельфины их на самом деле вовсе не транспортировали к берегу, и получается, что если этих людей намного больше, а их намного больше, чем тех, кого дельфины оттаскивали к берегу, получается из-за того, что мы не имеем достаточно информации о том, что
утонувших намного больше, мы делаем ложный вывод о том, что дельфины спасают, дельфины какие-то такие особые, там, добрые существа, которые спасают людей. Хотя на самом деле это не так. Примеров очень много. Еще пример, который распространен сейчас, и можно его привести, это успешный успех известных людей, когда мы думаем, что если человек совершил какие-то действия, например, бросил учебу, как Билл Гейтс или как Цукерберг, основатель Фейсбука, который бросил учебу там где-то на полпути, и затем они добились успеха, мы начинаем думать о том, что, ну, значит, в принципе, учеба не так важна, и вот раз такие успешные люди ее бросили, значит, и мне можно ее бросить и не доучиться, да. И это как раз ошибка выжившего, то есть большинство людей, которые надо смотреть статистику, и статистика нам, скорее всего, скажет обратное, что большинство тех, кто не доучился, они, скорее всего, вряд ли добились каких-то серьезных социальных успехов. Ну и так далее. Следующее когнитивное искажение – это фундаментальная ошибка атрибуции. Это понятие в социальной психологии, которое обозначает переоценку личностных и недооценку обстоятельственных причин при интерпретации поведения человека. Самыми простыми словами, это такое искажение, когда мы считаем, что если я совершил ошибку, это потому, что это был злой рок, это была плохая погода, это были происки, не знаю, злых сил, или кто-то меня сглазил, а если мой сосед совершил ту же самую ошибку, то потому что он просто дурачок, потому что недалекий, потому что ленивый, ну и так далее. То есть, если я что-то сделал не так, это потому что это я не виноват, это что-то внешнее это привело к ошибке, а если это сделал кто-то другой, ну, это потому, что он ленивый, глупый или какой-то еще нехороший. Вот проще всего так объяснить это когнитивное искажение. Тоже довольно часто встречается. Еще важные и распространенные такие массовые когнитивные искажения – это вера в справедливый мир. Социально-психологический феномен, выражающийся в вере в то, что мир устроен справедливо, и люди в жизни получают то, что заслуживают. Это очень распространенное такое массовое когнитивное искажение, и это как раз хороший пример, когда мы задаемся вопросом, а всегда ли плохие когнитивные искажения? Да? Вот это как раз тот случай, когда когнитивное искажение стабилизирует социальную систему. Дело в том, что если люди массово верят в то, что мир справедливо устроен, и плохим людям или людям, нарушающим закон, в силу закона кармы или в силу действия каких-то сил, я не знаю, Вселенной или Божьего промысла, если в силу этих внешних факторов, которые следят за справедливостью, или в силу каких-то законов справедливости, которых, скорее всего, не существует, если происходит воздаяние, да, наказание за их плохие поступки, то это хорошо. Да? Вот религия очень часто внушает нам веру в справедливый мир, что даже если в этой жизни человеку не удалось ответить за свои поступки, то где-то там после смерти он обязательно за них ответит. И вот эта вера в справедливый мир стабилизирует социальную систему, и многие люди надеются на то, что если они не добились правосудия и справедливости здесь, то хотя бы она наступит в силу каких-то других сверхъестественных причин. Никаких доказательств свидетельств о том, что мир устроен справедливо, на самом деле нету, и вот эта вера в справедливый мир является серьезным таким когнитивным искажением, но при этом работает на стабилизацию социальной системы и вообще социальных систем, стабилизацию общества. И в этом смысле мы не можем говорить о том, что это однозначно плохое явление и однозначно плохая ошибка нашего мышления. Но это ошибка. И иллюзия прозрачности, другое искажение, это одно из искажений, выражающихся в тенденции людей переоценивать способность других понимать их и свою способность понимать их, свою собственную способность понимать других. То есть мы действительно часто
особенно когда мы с человеком, что называется, на одной волне, думаем, что он понимает нас прям с полуслова, просто потому что мы с ним на одной волне. И далеко не всегда это так. И поэтому, например, кто работает, например, из вас или имеет опыт работы в больших компаниях, да, там очень высокая степень формализации процессов, автоматизации процессов, к ней стремятся все, на самом деле все компании, в больших компаниях уровень автоматизации, систематизации всех процессов коммуникационных находится на очень высоком уровне, именно потому, чтобы избегать вот этой самой иллюзии прозрачности, что когда люди вроде кивнули, что они друг друга поняли, но на самом деле, когда начинается работа и через неделю они созваниваются и говорят о каких-то результатах, оказывается, что они вроде бы как наполовину только друг друга поняли, но вторую половину задачи они поняли совершенно по-своему, и получился лебедь, рак и щука, классические, крыловские. Поэтому вот иллюзия прозрачности – это тоже очень серьезное распространенное коммуникативное искажение. Следующий тип искажений – это искажения, связанные с быстротой реакции. Я уже говорил, почему это возникает из-за эволюционного процесса, когда мы привыкли на какие-то явления реагировать быстро. И в социальной среде эти наши привычки приводят к таким эффектам, как, например, эффект Даннинга-Крюгера, одно из моих любимых, скажем так, когнитивных искажений. Это очень известное искажение, очень известное, нет, наверное, не очень известное, очень распространенное искажение, когда люди с низкой квалификацией часто ошибаются и не понимают своих ошибок. Они склонны переоценивать свои способности, что мешает им учиться на своих ошибках. Вот мы видим, как это показано на шкале, где горизонтальная шкала показывает опыт, который со временем нарастает у человека, знания, которые он приобретает, а вертикальная шкала показывает степень его уверенности в своих знаниях и своем опыте. Давайте на примере изучения философии, да? Личном примере и наблюдаемом мной. Изучая философию, на первом курсе мы очень много знаний приобретаем, очень быстро, и наша уверенность в своих знаниях растет, и где-то ко второму курсу второкурсники начинают думать о том, что они уже специалисты, что они прекрасно разбираются в философии, потому что они уже много дисциплин прошли, много чего прослушали, и они прямо такие чуть ли не гуру в этом предмете. Им начинает казаться, что то, что они проходят, они это уже где-то слышали, что все это повторяется и так далее, и так далее. И вот они находятся вот в этом пике, считают, что они прекрасно разбираются в предмете. Я думаю, это в любой науке и вообще в любой области знаний, особенно глубокой какой-то серьезной области знаний, примерно так это работает. Дальше они подходят к изучению диплома, особенно к написанию диплома, и встречаются с огромным количеством сложностей, встречаются с огромным количеством просто литературы и глубиной переработки вопросов, которые они занимаются при написании того же диплома, и начинают погружаться в вот эту самую яму страданий, то есть опыта у них становится больше, они приобрели уже намного больше знаний, но шкала их уверенности в своих силах, она очень сильно снижается, они понимают, что на самом деле все очень сложно, что степень проработанности этих проблем, она у них находится на достаточно поверхностном уровне. Я, например, вот в эту яму страданий попал не во время учебы, получения образования, а уже учась в аспирантуре, когда я понял, что как раз когда я понял, что пятилетнее образование по философии, оно дает достаточно поверхностные представления. С одной стороны, достаточно широкие, с другой стороны, достаточно поверхностные и неглубокие представления о тех проблемах, которые я дальше изучал уже в аспирантуре. И затем уже, набирая еще больше опыта и становляясь в определенной степени экспертом в какой-то области, мы уже совершенно иначе оцениваем нас самих, которые считали, что они эксперты, когда только начинали изучать предмет и когда погружались в эту яму страданий. Но мы достаточно
уже спокойно и даже иногда безразлично относимся к тому, к тем нашим состояниям, которые предшествовали. Но самое главное в этом когнитивном искажении это то, что человек, который только начинает что-то изучать, прочитал, скажем, одну-две книжки, например, книжку «Думай быстро, решай медленно», самую известную, по-моему, так, если не ошибаюсь, называется, поправьте, если что-то напутал, Канемана. Прочитал одну книжку и все, считает, что он прям все профи в когнитивных искажениях. Вот это как раз человек будет находиться вот на стадии «как же я прекрасен, какой же я классный эксперт». Очень полезно знать об этом когнитивном искажении, очень полезно анализировать себя. Но при этом, кстати, опять же, баг это или фича. С одной стороны, мы понимаем, что это баг, что это искажение. С другой стороны, как ни странно, именно вот эта уверенность в себе, даже не обладая достаточным количеством информации, позволяет нам действовать, а не находиться все время в состоянии неуверенности. Если мы все время будем думать о том, как же я мало знаю, и как же, если я плохо понимаю, плохо разбираюсь в этом философском вопросе, я еще мало знаю, мне нужно прочитать еще 10 книг, да, меня не будет покидать вот этот эффект чистого листа, боязнь чистого листа. Я не смогу начинать что-то писать и утверждать, потому что я сомневаюсь в своих утверждениях. Поэтому, с другой стороны, даже если мы обладаем каким-то небольшим количеством информации, небольшими знаниями, это искажение помогает нам действовать, хотя и зачастую ошибочно. Следующее. Это когнитивное искажение, связанное с тем, сколько времени мы можем уделять несущественным, неважным проблемам в рамках каких-то больших проблем. Это так называемый закон тривиальности Паркинсона или Паркинсона. Очень интересное искажение, оно возникло, история его возникновения связана с тем, что в какой-то айтишной компании, которая занималась, по-моему, разработкой как раз программного обеспечения, у них возник вопрос о том, как оборудовать место хранения, место стоянки велосипедов для сотрудников. И получилось так, что они огромное количество времени, несколько сессий, несколько корпоративных заседаний потратили на то, какой площади будет вот этот велосипедный сарай, сколько велосипедов нужно туда поместить, как они там будут размещаться, какое время работы, будет ли там сторож, ну там и так далее, и так далее. Короче, массу каких-то несущественных вопросов, и потом они уже поняли, что они на какие-то серьезные, важные вопросы, связанные с развитием бизнеса, зачастую тратят намного меньше времени, а вот на этот несущественный вроде бы для них вопрос потратили просто огромное количество времени. И после этого они поняли, что здесь что-то не так, и открыли вот этот закон, который формулируется, в оригинале он формулируется так: время, потраченное на обсуждение пункта, обратно пропорционально рассматриваемой сумме. То есть усилия на... Чем больше времени мы тратим на решение какой-то задачи, тем меньше результата, скорее всего, мы получим, если время у нас никак не ограничено. Я поделюсь, что говорю, что... Что-что? Никита вообще не виноват. Микрофон включился. Или другая формулировка этого закона: время, затраченное на обсуждение какой-то проблемы или вопрос, обратно пропорционально важности темы. И вот такое, опять же, из практики, вышедшее из конкретного кейса, из конкретной жизненной ситуации, вышел вот этот закон тривиальности Паркинсона. Очень, я думаю, опять же, для тех, кто принимает участие в различных корпоративных собраниях, в крупных компаниях, они сплошь и рядом сталкиваются с этой проблемой. Следующее. Отклонение в сторону статус-кво. Ну, всем известное искажение, что люди склонны поддерживать существующее состояние дел, даже если оно уже не оптимально, невыгодно и не соответствует изменившейся ситуации. Ситуация может меняться весьма стремительно, как она меняется на этом примере.
но мы продолжаем зачастую считать, что да, все в порядке, я также сижу на стуле за столом и пью кофе, ничего страшного не происходит. Но тут, я думаю, какие-то комментарии еще излишни. Реактивное сопротивление тоже такой психологический феномен, связанный с состоянием, возникающим в ситуации, когда какие-то внешние условия, какие-то внешние правила, возникающие, человек или ситуация, или какой-то стимул внешний, мы ощущаем их влияние как ограничивающее нашу свободу и создают угрозу ограничения моих проявлений. То есть мне становится некомфортно, когда какой-то человек начинает, например, брать инициативу в какой-то ситуации, например, в совещании в рабочем, и я начинаю реагировать на этого человека, пытаться с ним спорить, и, в общем, вести нерационально. Вместо того, чтобы дальше рационально двигаться по своему плану на совещании, да, я начинаю реагировать и цепляться за этого человека, потому что считаю, что он, например, представляет для меня какую-то угрозу для моего корпоративного роста, например. И, конечно, мы начинаем вести себя не совсем корректно. Мы отвлекаемся на него, а не фокусируемся на проблеме. Тоже довольно распространенное явление. Дальше. Последняя, четвертая категория когнитивных искажений, связанная с работой нашей памяти, с процессами воспоминания, запоминания, воспроизводства памяти и вообще с процессами запоминания. Рассмотрим некоторые интересные примеры. Это, конечно, эффект Манделы. Ну, напишите в чате, кто из вас помнит, когда умер Нельсон Мандела. Примерно, плюс-минус 5-7 лет. И я посмотрю в чате. Не думайте, не гуглите, естественно, просто попробуйте. Кто не знает, конечно, об этом когнитивном искажении, кто знает, писать не надо. Может, даже и кто знает, напишите. Просто ваши предположения. Это, знаете, как первое, что пришло в голову, должно быть. Давайте хотя бы там. Примерно, как вы считаете? Знаете, это, я не думаю, что это такая информация, которую все должны знать, да, но, в общем, пока ждем реакции, я расскажу о том, что было замечено когнитивное искажение получило такое название, как эффект Манделы, потому что было замечено, что под влиянием каких-то внешних факторов мы думаем о том, что некоторые события произошли в определенный период времени, хотя на самом деле они произошли в какой-то другой период времени. И это явление, как заметили исследователи, может носить массовый характер. Вот в случае с Нельсоном Манделой, например, было замечено, что очень многие люди думают, что этот человек, что пик его деятельности пришелся на вторую половину 20 века, и умер он где-то 70-е, 80-е годы, где-то примерно в конце 20 века. Ответов, видимо, не все у нас на связи сегодня, ответов немного, но например, предположение, что в 2007 году, да, это относительно близко к истине. На самом деле он умер в 2013 году. И просто исследователи заметили я так понимаю, совершенно случайно, обнаружили по опросам, а потом уже провели исследования и выявили, что очень многие почему-то считают, что он умер, предполагали, что он умер 25 и более лет назад, а умер он в 2013 году. То есть событие произошло недавно, исследования производились тоже где-то в середине второго десятилетия нашего века, а Мандела буквально 2-3 года назад умер. Еще одно добавлю к этому когнитивному искажению, это эффект ореола, когда тоже связанное с влиянием, представлением каком-то о личности, это когда одно положительное качество человека заставляет нас видеть все его качества в положительном свете. Тут Нельсон Мандела тоже хороший, наверное, пример, когда мы вспоминаем, что мы вообще знаем о Нельсоне Манделе. Мы знаем, что это южноафриканский лидер, который отсидел 27 лет в тюрьме и который боролся за права
чернокожих в ЮАР и вообще за права человека. Он получил Нобелевскую премию мира. И знаем его только с положительной стороны. И думаем, и любые какие-то события, которые мы будем в дальнейшем узнавать о нем, возможно, случайно узнавать, возможно, не случайно, мы, скорее всего, будем из-за вот этого эффекта ореола представлять в каком-то положительном ключе. Мы как-то раз разбирали пример неплохой, на мой взгляд, с Че Геварой, о том, что если он у нас ассоциируется со свободой и с революцией, и с борьбой за свободу, нам очень сложно воспринять беспристрастно многие факты его биографии, связанные с тем, что он, например, очень много расстреливал людей без суда и следствия. Это возникает у нас, вызывает просто отторжение. Следующий эффект, связанный с запоминанием и воспоминанием, это криптомнезия, форма неправильного установления авторства, когда люди ошибочно приписывают себе идею или воспоминание, которое на самом деле принадлежит другому человеку. Ну, вообще распространенное явление, мне кажется, мне думается, что оно особенно присуще творческим людям, которые, например, занимаются, например, много читают стихи и сами сочиняют стихи. И не исключено, что они могут себе совершенно неосознанно приписать авторство каких-то строк, просто забыв о том, что они когда-то давным-давно где-то это прочитали. Или там, приписать себе анекдот какой-то, который в детстве услышали, а потом ни разу не услышали и решили, что сами его придумали. Здесь, кстати, можно добавить и такое искажение, как детская амнезия. Это неспособность взрослых вспоминать события раннего детства, примерно до 2-4 лет. Оно напрямую связано с незрелостью мозга, с незрелостью тех областей мозга, которые отвечают за формирование наших воспоминаний. Когда они созревают, у нас более-менее после 4-5 лет память более стабильная становится, и мы четче помним, четче можем воспроизвести наши воспоминания. А следующее, эгоцентрические искажения, это тенденция припоминать прошлое в более позитивном свете, чем оно было на самом деле. Например, завышать свои успехи или преувеличивать свои достижения. То есть это не просто трава была зеленее и солнце светило ярче, а, например, если вы были хорошистом в школе и вас спросить о том, а сколько у вас было четверок, сколько пятерок, скорее всего, вспоминая, вы завысите количество пятерок и занизите количество четверок, а если откроете свой аттестат, то увидите, что вы несколько преувеличили свои достижения. Скорее всего, это будет так. Ну и семантическое когнитивное искажение, которое очень важно, особенно для изучения науки и философии, это тенденция полагать, что знаешь значение слова, хотя на самом деле знаешь лишь область его применения и употребления. Очень частое искажение, которое мы не замечаем, и действительно невозможно просто знать значение всех слов, особенно это сложно в философии и во многих науках, где в философии вообще очень много значения может быть у одних и тех же слов в разных традициях философских, у разных авторов. В науке термины научные могут очень разное значение приобретать, особенно общие какие-то термины, например, теория эволюции, да, оно, с одной стороны, в корне своем не изменилось, но та теория эволюции, которую открыл Дарвин, и тот вид ее, который мы имеем сейчас, это очень разные вещи, очень разный объем, не просто объем знаний, но и качество знаний, и разные акценты и так далее, и так далее. То есть вот это очень важное искажение, мы должны всегда о нем помнить, изучая науку, изучая философию. Очень сильно влияет на наши коммуникации, на наше понимание текстов, и очень важно поэтому работать со словарем и скрупулезно работать с текстами и с терминами. Следующее.
Эффект дезинформации происходит, когда воспроизведение эпизодических воспоминаний становится менее точным из-за получения постфактум информации и является классическим примером так называемой ретроактивной интерференции. Ретроактивная интерференция – это вот как раз этот эффект дезинформации, когда мы что-то изучили, например, какую-то информацию, потом мы, давайте опять же, в школе, в каком-нибудь там средней школе, по-моему, сейчас в пятом, чуть ли не в пятом или шестом классе проходится, изучается теория эволюции. Ну, представляете, как поверхностно она там изучается. И вот эти знания, они становятся менее точными, когда мы где-то что-то еще про нее прочитали, посмотрели какой-то видеоролик, касающийся теории эволюции, и это может очень серьезно и, скорее всего, очень серьезно исказить наше представление о той информации, которую мы получили раньше. То есть ретроактивная интерференция – это ухудшение сохранения заученного материала, вызванное оперированием последующей информации об этой теме. Другими словами, проще говоря, новая информация воздействует на уже существующие воспоминания, искажая их или нарушая способность их воспроизведения. Тоже очень важное в изучении научных дисциплин, теорий, да, в изучении чего угодно. Шестое, следующее, эффект уровня обработки. Более глубокий анализ какой-либо темы порождает более надежный и детальный след и дольше существующий след в памяти, чем поверхностный анализ. Ну, вроде очевидно совершенно, то есть глубокая проработка текста, глубокая проработка какой-то статьи с конспектом, с обращением к словарю всегда оставит более глубокий след в памяти. Вообще очевидно, не знаю, но очень важно. Эффект самореференции. Явление, при котором воспоминания, закодированные с отношением к себе, лучше вспоминаются, чем аналогичная информация безотносительно к себе. Почему так хороши, почему так важно, когда говорят испытать на своей шкуре? Почему так важно в процессе обучения людей использовать тренинги, отрабатывать на практике? Да потому что когда мы в тренинге сами что-то делаем, как-то, особенно если это тренинг, например, психологический, который на нас как-то повлияет, ведет нас в какое-то стрессовое состояние, и мы испытаем какой-то там вау-эффект во время этого тренинга, или наоборот очень сильно он нас фрустрирует, огорчит, и мы поймем, что там, я ни на что не годен, да, то есть испытываем глубокие эмоциональные переживания по поводу этого тренинга, мы очень серьезно запомним ту информацию с ним связанную, потому что она связана с нашими переживаниями, с нашим состоянием, с нашей личностью. И вот опять же, вроде бы искажение считается когнитивным искажением, мы называем это багом, но разве только или багом это является, не является ли это фичей? Наоборот, мы приобретаем очень ценный опыт, который в будущем, вполне возможно, очень серьезно нам поможет. И эту информацию, важную для нас, которая, скорее всего, связана с какими-то нашими слабыми местами нашей личности, скорее всего, мы придадим ей больше внимания, мы больше ее изучим, обработаем и потом станем менее уязвимы для подобных ситуаций. Поэтому так важна практика и так полезно практиковать что-то и, например, иногда посещать какие-то психологические тренинги, хорошие психологические тренинги, не всякие, конечно. Что еще добавить об этом эффекте самореференции? Ну, наверное, все здесь. Так, ну и перейдем уже к выводам и общей информации о когнитивных искажениях. Самое главное, что объединяет все когнитивные искажения и что само является когнитивным искажением, наслоением и таким комплексным влиянием когнитивных искажений, это так называемая их непрозрачность для нас самих. Почему их не трудно обнаружить? Вы видите, что они все логически несложные, их легко обнаружить в других, их относительно легко, зная о них, наблюдать в обществе, в суждениях других людей, но почему нам так сложно обнаружить их самих себе? Ну, есть 4
основные причины, почему. Это, опять же, связанные с работой нашего мозга, и мы эти причины на самом деле подспудно уже разобрали. Это автоматичность мышления, это как раз эволюционно возникающая, эволюционно запрограммированная автоматизм наших реакций на определенные стимулы из внешней среды. Многие процессы мы не осознаем, и поэтому или наполовину осознаем, и это делает их труднодоступными для прямого наблюдения или вообще невозможными для прямого наблюдения и анализа. Это защита со стороны нашего эго. Я тоже об этом говорил, о том, что иногда, когда мы критикуем убеждения человека, например, я убежденный, скажем, например, убежденный верующий, и когда моя вера, мои тезисы о вере подвергаются сомнению, я начинаю это воспринимать как нападение на мою личность, нападение на меня, а не критику моих тезисов. То есть я не отделяю, перестаю отделять тезисы от себя самого, от своей личности, и это есть как раз смешивание своих убеждений со своей личностью. Я считаю, что они неотделимы. Это есть эго-защита. Я начинаю защищаться психологически, начинаю нервничать, там, вести себя агрессивно или отрицать, или избегать дальнейшего анализа. Ну, короче говоря, действую не продуманно, нерационально и нелогично. Подтверждающие искажения. Мы склонны искать информацию. Следующая причина – подтверждающее искажение. Мы склонны искать информацию, которая подтверждает наши существующие убеждения, игнорируя, отвергая противоречащие данные. Ну, сразу же вспоминаем селективное восприятие, с которого мы начинали разбирать когнитивные искажения. Это как раз и есть действие его и несколько других когнитивных искажений, той же самой генерализации частных случаев. И, конечно, влияние социальных норм, тех самых идолов театра, идолов площади, влияние СМИ, влияние родственников, окружающих мнений и вообще людей, значимых персон из нашей социальной группы, которые могут быть эмоционально значимы для нас, и поэтому их суждения, даже если они не являются, и даже если мы понимаем, догадываемся, что они могут быть нелогичными, неправильными и совершенно контрпродуктивными, мы можем из-за нашей эмоциональной привязанности к этим людям разделять эти убеждения, считать, что, может быть, они действительно правы. И, конечно, это будет усиливать наши заблуждения, наши когнитивные искажения. И один интересный пример таких когнитивных искажений мы разберем уже после лекции с участниками клуба, который у нас сейчас на связи онлайн. А закончу я, наверное, таким примером из Владимира Ильича Ленина «Полное собрание сочинений», 48-й том, 29 глава, 48-й том собрания сочинений Владимира Ильича Ленина, 29 глава, второй абзац сверху. Это то, что проблема цитат сети интернет заключается в том, что люди безоговорочно верят в их подлинность. И вот такой достаточно, может быть, смешной и нелепый пример приписывания Ленину этой цитаты. На самом деле это классный пример того целого комплекса когнитивных искажений, которые могут проявляться и влиять на наше восприятие реальности. Вот эти мемы, да, вот этот мем, те, кто сейчас, может быть, смотрит эту лекцию, там посмеются и скажут, ну, это смешно и нелепо, а буквально замените этого Ленина на какого-нибудь Нельсона Манделу и припишите Нельсону Манделе эту цитату, и в нее будут безоговорочно верить. А если наше образование и наше знание истории, например, через несколько лет будет деградировать теми же темпами, с какими оно деградирует сейчас, ну, это мое личное оценочное суждение, да, что наше
наше образование историческое деградирует, на мой взгляд. Если, на мой взгляд, оно будет продолжать деградировать теми же темпами, то и вот эту цитату, подкрепленную какими-то уверенными суждениями о том, что это было в полном собрании сочинений, я еще и знаю, в каком месте, в каком абзаце эта цитата была у Ленина, оно просто приведет к тому, что в нее будут безоговорочно верить. Поэтому на самом деле когнитивные искажения в нашей современной культуре, в нашей, при нашей распространенности вот этих мемов и нашем клиповом мышлении, которое все больше и больше захватывает, особенно молодое поколение, опасность влияния этих когнитивных искажений, некритичное отношение к ним, конечно, возрастает. И я надеюсь, эта лекция хоть немного помогла всем, кто ее смотрел, хоть немного расширила представление о том, что это такое, и, надеюсь, поможет в жизни, в быту, в общении вам в распознавании этих самых искажений и в улучшении вашего мышления, и улучшении качества вашей коммуникации и да вообще качества жизни. На этом у меня все. Спасибо. Дальше предлагаю ответить на некоторые вопросы и уже участниками клуба разобрать несколько примеров.